Друзья, всем огромный привет, меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Вы знаете, друзья, как нам вместе с вами повезло? Мне повезло с вами, потому что вы те люди, которые смотрят вот эти доскональные разборы камер. Вы знаете, что такое IMX 766, а я специально для вас делаю вот такие необычные видосы, которых не встретишь на других площадках на YouTube. Вы должны прочувствовать весь кайф этого видоса. Потому что я взял самые классные смартфоны с этим сенсором. Ну, для тех, кто не в курсе, это очень классный сенсор. В нашем сегодняшнем тесте принимает участие один из самых свежих. Xiaomi 12X, звук прямо сейчас идет с него, это Xiaomi 12X. Примерно год назад был выпущен OnePlus Nord 2, звук прямо сейчас идет с него, это OnePlus Nord 2. А также еще один свежок от Realme, это Realme 9 Pro Plus. Звук прямо сейчас идет с него. Самое главное, я сейчас снимаю на фронтальную камеру, и вы видите, что два смартфона могут показывать задний план. OnePlus Nord 2 показывает задний план, и Realme 9 Pro Plus показывает задний план. А вот Xiaomi, все засветили, ничего здесь не видно. Кстати, среди подписчиков моего канала бытует мнение, что я не люблю OnePlus Nord 2. Да как же я могу его не любить, если он делает то, чего не делают другие? В общем, друзья, давайте мы с вами посмотрим, на что же способны эти смартфоны. У них стоимость примерно от 30 до 50 тысяч рублей. Их можно приобретать за эти деньги. Где? Я расскажу. Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Погнали! Итак, друзья, давайте я вам немножко расскажу. Вы пока смотрите на стабилизацию, смотрите на динамический диапазон камер, вы видите, насколько у нас есть засвет или нет. Видите, сзади у нас закат. Так вот, одни смартфоны показывают закат, а другие не показывают. Зато эти другие, например, Xiaomi 12X, показывает очень прикольное лицо, такое яркое, хорошее, светлое. А на других оно, например, такое серое. И вот если вы хотите приобрести эти смартфоны, по сути, у вас есть два варианта. Первый вариант – это бежать к моим друзьям, компания Цифрус. Почему я рекомендую к ним заглянуть? Это потому что у них классные цены. Я с ними уже сотрудничаю 2 года. Ребята проверенные, имеют очень широкий ассортимент. Пиксели там, Samsung на Snapdragon, айфоны и прочее. Это все к ним. Доставка по всей России, классные цены. И кстати, если перейдете по ссылочке внизу, сделайте покупку, вам будет подарок. Так что welcome. В целом, друзья, ну как вам видео с фронтала? Мне кажется, что у нас есть те, кто прошли зачет, и те, кто не прошли. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой смартфон вам понравился по фронтальной камере больше всего, какой смартфон понравился по звуку, а мы с вами идем дальше. Начинаем с самого сложного. Это 4К, 30 кадров в секунду. И смотрим на стабилизацию, смотрим на детализацию. Вообще очень неплохо. Посмотрите, все прямо хорошо показывают и кору, и траву, и все остальное. На Xiaomi только немножко темноватая картинка. Мне, честно говоря, не очень нравится вот эта темноватость. В целом хорошо. Давайте вот еще раз покажу вам дерево. Посмотрите. Прямо очень прилично. Realme GT Neo 2 здесь вот, например, осекся, когда я сравнивал с 12X. Это Исаакиевский собор, красавец. Посмотрите, как много всего помещается на Realme. Давай смотрим на стабилизацию, на то, как выглядит земля. Прямо здорово. И смотрите на деревья. Очень хорошо они показывают, насколько у нас хороша детализация. Xiaomi как будто бы здесь даже и не самый лучший. OnePlus и Realme прямо хорошо. А это у нас уже Full HD 30 кадров в секунду. А посмотрите здесь, вообще другая ситуация. Во-первых, на Xiaomi засветы, видите, здание засвечено. Во-вторых, на OnePlus у нас детализация, которая была, вот посмотрите на асфальт, ее нету. Xiaomi показывает классную детализацию, а на OnePlus ее нету. 4К она была, на Full HD уже нет. Realme, кстати, тоже не самый лучший. Динамический диапазон, по яркому светофору смотрим. И еще раз идем в сторону этого замечательного памятника. Посмотрите на Realme, очень желтая картинка, а на Xiaomi прыгает картинка, то есть стабилизация не вывозит. Но по цветам вот сейчас Xiaomi вообще отлично. На Realme все очень желтое, на OnePlus что-то среднее, на Xiaomi просто здорово. А это у нас уже сверхширокоугольная камера, здесь очень и очень тяжело, но все-таки давайте мы изучим этот вопрос, потому что многие снимают на сверхширик. Во-первых, на Nord все качается, стабилизация работает плохо. Во-вторых, на Xiaomi у нас самая светлая картинка. Обратите на это внимание. На Realme что-то средненькое такое. Да, вот смотрите, как OnePlus шатается. Это не очень хорошо. На Realme получше отрабатывается. А на Xiaomi тоже хорошо, но я бы сказал вот что. На Xiaomi как-то не очень хорошо с деталями. И еще мне не очень нравится такой немножко зеленоватый оттенок. Поэтому картинка становится такой немножко
неправильных цветов. Более правильные цвета на OnePlus и на Realme. Но ширик на самом деле на OnePlus по детализации неплох, но шатается очень сильно. А это закат. Здесь тоже у всех разные цвета. И еще на Xiaomi в тенях, видите, вот если на берег смотреть, он очень темный по сравнению с Realme и с OnePlus. Xiaomi, конечно же, немножко привирает, потому что цвета не были такими, они не были такими яркими, и они не были таких цветов. Все-таки закат был больше персиковый, чем желтый, и это важно. Смотрим сейчас опять на песок. На OnePlus песок получается хорошим, на Realme смазанным, на Xiaomi неплохо, но темновато. Странно, что OnePlus в одной ситуации показывает одну детализацию, а в другой ситуации другую. Но вот сейчас вы видите цвета заката. На Xiaomi еще расскажу, что немножечко они отличаются от реальности. Realme неплохо передает, и OnePlus неплохо передает. Так, а это 4К, уже 30 кадров в секунду, но это дневная съемка. Здесь смотрим на стабилизацию, которая, кстати, на Realme не самая лучшая. Смотрим на засветы. Смотрите, на Xiaomi засветы на небе есть, их побольше. И на Xiaomi немножко такая картинка более холодная и более голубоватая, я бы так сказал. Идем сейчас вдоль этих колонн, вдоль стен, чтобы вы могли как раз оценить, как на Realme все шатается. Смотрите, OnePlus делает картинку в 4К по стабилизации лучше, чем Realme. Это как будто бы прямо странно, да, согласитесь. Xiaomi, ну, здесь неплохо. А это уже Full HD, 30 кадров в секунду. И здесь мы обращаем внимание на то, что у нас на OnePlus картиночка такая не очень яркая, а на Xiaomi очень яркая. И на Realme тоже очень яркая. А еще посмотрите на закат. Потому что на Xiaomi закат показан, и он именно желтый. Xiaomi хорошо отрабатывает, а на OnePlus, наоборот, он засвеченный. А на Realme получается такой средний вариант. На Xiaomi такие сгустились тучи, да, и картинка такая более синяя. На OnePlus немножко не хватает цветов, поэтому такая пресноватая картинка. Я решил пробежаться, чтобы показать вам, как стабилизация работает. Вообще стабилизация работает, конечно, круто. Вот, ну, в реальности, да, очень здорово. Кто бы мог подумать, что можно просто бежать, трясти камеру, она будет давать такую хорошую картинку. Посмотрите, кстати, на OnePlus сейчас прыгает экспозиция. Ну, в целом-то что можно сказать? Вообще OnePlus, если говорить о смартфоне, который был выпущен год назад, держится хорошо. По стабилизации хорошо. Меня немножко смутила детализация, которая есть на Full HD ночью. Потому что в 4К детализация хорошая. Xiaomi показал себя тоже хорошо, но картинка темноватая порой, и некоторые здания были засвечены. Зато днем Xiaomi показывает себя очень хорошо, закаты снимает отлично, динамического диапазона хватает. Что касается, кстати, фронтальной камеры, вы видели, да, Xiaomi немножко не справился, а по звуку мне вообще понравился больше всего Nord 2. Очень крутой звук на Xiaomi, на Realme слабенький звук. Ну вот, в целом, вот так я бы сказал. Все смартфоны неплохо. Realme, кстати, в 4К не очень хорошую стабилизацию показывал, а OnePlus не очень хорошую стабилизацию показывал на сверхшире. На этом я предлагаю с видео закончить. Мне интересно узнать ваше мнение, что вы думаете по поводу этого. Ну и сейчас давайте посмотрим на фото, потому что там вообще некоторые вещи просто перевернутся. Да, друзья, фотографий у нас, как всегда, достаточно большое количество, и я хочу напомнить, что у нас 3 смартфона, у которых 766 IMX Sony основной сенсор, и они из 3 разных времен. То есть Nord 2 этому смартфону уже практически год, кстати, Nord 2T совсем скоро должен выйти. 12X вышел совсем недавно, и Realme 9 Pro Plus тоже более-менее свежий смартфон. Большое количество фотографий, как всегда, ночные, вечерние, портретики, дневные фотографии, проверка HDR, закаты и все остальное. Давайте смотреть, погнали. Я предлагаю начинать с очень темных фотографий, потому что именно по ним можно понять, насколько смартфоны реально могут делать хорошие фотографии. Сразу видно, что все смартфоны делают абсолютно разные цвета. Смотрите, небо совершенно черное у нас на 12X, на Nord у нас есть небольшой засвет, на Realme у нас такой немножко синеватый цвет. Я думаю, что самый правильный это вот что-то среднее между Realme и Xiaomi, потому что на Nord слишком все засвечено. Это прикольно, что делая фотографии в ночном режиме, ты можешь зацепить звезды. Раньше такого не было, сейчас такая возможность уже есть. Ну что, давайте смотреть на детализацию. Она, по большому счету, очень близка. Но несмотря на то, что у нас на Nord 2 слишком большая обработка, и из-за этого все деревья как будто бы более выявлены. В целом можно сказать, что у всех смартфонов, ну, как мне кажется, детализация примерно повыше, немножко отдает компьютерностью. Вот эта обработка на Nord, посмотрите, вот на эти ветки, вот на Nord они, видите, обработаны, выделены. Плохо это или хорошо? Да, сложно сказать. Ну, кому как больше нравится. Больше обработка, поэтому на Nord они более заметны, а на 12 и на Realme они больше кажутся. Эта фотография сделана на сверхширик.
Очень темные фотографии, но понятное дело, что на сверхширик получать такие фотографии сложно. Опять же, у нас засветились звезды, но звезды у нас есть вот здесь на 12X. Чуть-чуть есть звезд на Норде. И на Realme звезд вообще не видно. Это, естественно, ночной режим. В принципе, наверное, можно сказать, что на 12X чуть более светлая картинка и деталей побольше. Ну да, наверное, деталей побольше, а вот Nord и Realme, посмотрите, мне кажется, что практически одинаково. Но 12X получше. Смотрим на еще одну фотографию. Тоже совершенно разные по цветам, но смотрите, Nord делает фотографию светлой. Это не очень хорошо, на самом деле, потому что мы фотографируем все-таки ночь, а он превращает это все дело в вечер. Как-то не круто. Смотрим на детализацию, смотрите, как на Nord, опять же, все дело выделено, и она немножечко компьютерная такая, но при этом более выделенная. Здесь у нас деревья такие немножечко мутноватые, можно так сказать. Но вот смотрите, да, вот тут четко видно. Вот посмотрите, как на Nord обрабатывается стена в доме. Видите, прямо видны, грубо говоря, панельки и так далее. А вот на Realme этого не видно. И на 12X тоже этого не видно. Еще одна фотография. Опять очень темный 12X. Кстати, здесь Nord неплохо сделал. И Realme немножечко засветил все-таки. Мне вот по цветам больше всего нравится фотография на Nord. Смотрим на звезды. У нас они появились. На 12X немножко смазались. Но вообще, в принципе, на 12X вся картинка немножко смазалась. Ну да бог с ним. У нас много ночных фотографий, поэтому, в принципе, можем все дело оценить. И нам одна фотка помехи никакой не сделает. Просто посмотрите, что хорошие фотографии получаются на все смартфоны. Делаем эту фотографию, опять же, на сверхширик. Темная, очень темная картинка получается на 12X. И вот здесь, наверное, она уже излишне темная. Посмотрите, как Nord и Realme все-таки зацепили вот эту часть берега, и она видна. А на 12X она очень темная. Ну и, соответственно, в принципе, вся картинка темноватая. И тут уже даже не видны и звезды какие-то. Звезды, например, на Nord видны. На Realme практически не видно, а на 12X тоже не видно. А что можно про детали сказать? Наверное, на Nord хуже всего детали получились. И на 12X, наверное, с Realme получше. Это фотография ночного порта, сделанный на сверхширик. Но здесь уже мы неоднократно замечали, что Nord со сверхшириком не очень, поэтому он на фотографии получается так себе. В целом, кто здесь лучше всех? Сложно сказать. Наверное, лучше всех здесь справились Realme и Xiaomi. Nord точно хуже. Ну а вот это у нас фотография уже этого же порта на основную камеру. Я вас все-таки давайте я спрошу. Вам какой больше нравится вариант ночной фотографии? Когда вот она черная, все-таки давайте так. Небо, оно, конечно, было черное, но все-таки ночью небо немножечко не черное. Давайте все-таки, да. Оно все-таки всегда немножечко синее. И вот здесь как раз-таки на Nord более правильная картинка. Это как раз-таки такое темно-синее небо. Странно, что Realme сделал очень светлую картинку, потому что до этого он делал фотографии не такие светлые. Вам кажется, что ночью должны быть черные фотографии, темно-синие или вот еще какие-то? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Я пока расскажу, чего у нас тут происходит. В целом все сделали фотографии хорошо. Наверное, на Nord чуть поменьше детализации, да? Я даже не знаю, где у нас побольше, поменьше. Все неплохо сделали фотографии. Наверное, на Realme чуть побольше. Вот если посмотреть на вот эти части, они вроде как здесь выявлены, а на Nord их нету. На двенашке они есть. И вот здесь я сделал двукратное увеличение, просто обычное тут же нет оптического увеличения. Давайте посмотрим, как сработали у нас камеры. Nord опять сразу бац свою, включил обработку. Посмотрите, прямо вот все детали он по контуру обрабатывает черным. Посмотрите, вот везде, видите, вот это черный. Вот тут по контуру тоже все черное. Смотрите, на Realme ничего нету, никакого контура обведенного черным нет. На Nord вот это все обведено черным. Все детали, которые здесь есть, они обведены. Вот посмотрите, да, сюда на блике. Вот черным обведены. Все везде обведено, чтобы выделить детали. Это компьютерная обработка. Не скажу, что это плохо, не скажу, что это хорошо. Вот в OnePlus так решили, что надо обрабатывать так. И еще одна фотография ночного Санкт-Петербурга. Ну да, 12X тут что-то совсем перемудрил. 12X очень слабо справляется с яркими объектами, поэтому они получаются вот такими. Realme хорошая фотография, но немножко желтоватая. Такой перебор по желтому цвету. Nord неплохо. Вот я бы сказал, что Nord здесь как бы хорошо. Не перебарщивает с желтым цветом. По детализации тоже все как бы неплохо. Ну вот такая вот приятная фотография. Realme все-таки тут перебарщивает по цветам. Это же фотография на сверхширик. 12X тут прямо задрал яркость. Посмотрите, превратил опять же из ночи в день. Очень слишком уж тут и... Ну, короче, очень прям, смотрите, как будто бы вообще разные фотографии. Опять же, кому что больше нравится. Кому-то так, типа, классно, такая светлая картинка. Но Realme и OnePlus сделали фотографии гораздо более скромнее. Если говорить про детали, я не знаю, где деталей-то побольше.
Не очень понятно, где их поменьше. На Realme, вот на Realme, не знаю, Nord тоже не очень так. Наверное, 12X все-таки у нас более детализированный по ширику. Хотя вот столько мы сделали с вами фотографий, и я пока еще вот явного лидера не выявил для себя. Слушайте, что вам захотелось немножко вкусненького перекусить, вот, смотрите, фотография. Посмотрите, как интересно OnePlus обработал. Вообще, надпись там была белая. Но OnePlus белый цвет, яркий, решил закрасить голубым. Почему? Ну, наверное, для того, чтобы вот не было вот таких засветов. Видите, фастфуд здесь на Realme засвечен, а на OnePlus не засвечен. И на 12X он такой полузасвечен. Но лучше всего он получился на Nord. И именно вот такой способ обработки, прибирания белого и переводя его немножко в голубой цвет, получается вот так. Но тут это неправда, да, то есть тут нам все-таки кафе кебаб была все-таки белой, и хотелось бы сохранить этот цвет. Ну вот либо то, либо другое. В целом все камеры справились хорошо. Темноватая фотография, опять же, на 12X, но мы поняли, что на 12X все ночные фотографии будут темные. Смотрим на детализацию. Вообще детализация хорошо. HDR отработал очень хорошо на OnePlus. Посмотрите, нет никаких засветов, ничего. Здесь вот на 12 и на Realme есть засветы. OnePlus все равно как бы красавчики. Самые сложные вообще фотографии для Xiaomi это вот когда есть вот такой яркий объект, и Xiaomi прямо здесь с ума сходит. И я уверен, что это должны подправить каким-нибудь обновлением, потому что так не должен выглядеть объект. Вот, возможно, кто-нибудь из Xiaomi увидит и посмотрит, господи, почему так засвечено. Ну, ужасно. Ужасно. При том, что камера дает хорошую детализацию. Все как бы получается очень приличненько, но такие вот дикие засветы и фотография из нормальной такой желтой, вот как на Nord, например. Смотрите, да, прикольная фотография. Такой дикий пересвет получается. Товарищи из Xiaomi, поправьте, пожалуйста. Nord, кстати, мне кажется, вот здесь сделал лучше фотографию. Смотрите, как что-то развалилась детализация на Realme, какая-то она очень компьютерная стала. Мы за это раньше Nord ругали, теперь Realme. Смотрим на деревья. Опять Realme тут. Может, это не Realme? Нет, вот смотрите, я выделил Realme, здесь у меня написано Realme 9 Pro Plus. Да, первая картинка это Realme, а очень похожа на Nord по обработке. Ну да ладно. В общем, вот такая история. Все справились хорошо, кроме Xiaomi. Xiaomi перебарщивает. Еще одна фотография здесь тоже немножечко перебарщивает Xiaomi. Хорошие такие приятные желтые фотографии получаются на Nord и на Realme. Xiaomi немножечко в голубые тона уходит. Смотрим, кстати, на засветы. Посмотрите, на Nord, наверное, лучше всего обработаны засветы. Хотя, может быть, и нет, потому что вот посмотрите на 12X у нас вот эти перегородки на фонарях, они не засвечены, а на Nord и на Realme они тоже засвечены. Вот просто расстраивает 12X очень белой картинкой, а так-то все как бы было бы хорошо по детализации и так далее. Вот смотрим на решетку. У всех, кстати, по-разному получилась эта решетка. Посмотрите, как на 12 получилось. На 12 тоже, посмотрите, немножко все как бы посыпалось куда-то. Это же фотография с двукратным увеличением. Вот тут уже нету такой проблемы на Xiaomi, которая была только что, когда все ушло в белые тона, как раз таки более правильные цвета здесь. И смотрим на детализацию. Ну, что у нас здесь есть? Realme что-то как-то не очень. Наверное, Xiaomi больше всего деталей получается, судя вот по этому фонарю. Смотря на задние участки. Да, посмотрите, как на Xiaomi прямо хорошо видна вот эта плитка. Или что это? Как назвать это, не знаю. То, из чего сделано, покрыто чем здание, облицовка, да, а на OnePlus она съедена вообще. Так что здесь 12X как бы хорошо. Но в целом, вот смотря на эти ночные фотографии, ну, точно могу сказать, что фотки очень близки у всех. Можно точно сказать, что Nord практически ни в чем не проигрывает, с учетом того, что ему уже год. И он, кстати, по отличным ценам продается на AliExpress. Немножко смущает чернота на 12X. Уж слишком он порой делает черную картинку. Но вот то, что он не научился обрабатывать нормально светлые объекты, 12X, конечно же, в этом смысле проигрывает, и надо допиливать прошивку. В целом, мне кажется, что все молодцы. Так, давайте теперь немножко посмотрим портретиков. Ага, вот оно у нас и полезло. Смотрите, ну, Nord, что ж ты делаешь-то? Почему волосы-то черными стали? Nord, короче, плоховат в плане HDR, и поэтому сделал волосы неправильного цвета. Вообще они должны быть, ну, такими яркими, вот фиолетовыми, какие они есть на других фотографиях. При этом, смотрите, на 12 вот здесь засвет, и на Realme здесь засвет, а на Nord здесь засвета нет. И я бы еще вот что сказал. Не сказать, что картинка сама в себе темная. То есть, типа, Nord просто понизил экспозицию и все. Нет, просто он как-то вот обработал и чуть-чуть вот не так. Чуть-чуть темноватая картинка. Девочкам, наверное, не очень. Девушки, уважаемые, если вот вы сейчас смотрите, напишите, пожалуйста, вот тут, какая фотография больше нравится. Так, давайте посмотрим на детализацию. Вообще, по деталям очень прилично, и я бы сказал, что на 12
12X деталей меньше, чем на Nord и чем на Realme. Вот посмотрите, на 12X у нас не видны поры. Видны поры на Realme и на Nord, а на 12X пор не видно. Беспорный режим получается, да? И наоборот, порный режим работает на Nord и на Realme. Кто лучше сделал? Ну, очевидно, тогда Realme лучше, потому что Nord вот сделал эту темную часть слишком уж. Так, еще одна фотография. Вот такой портретик замечательный получился. Здесь уже на 12X слишком уж волосы фиолетовые, а на Nord наоборот не хватает фиолетовости, и на Nord не хватает детализации. Вот здесь как раз таки будет вылезать вот эта история с обработкой, и она будет вылезать не в лучшую сторону, хотя не сказать на самом деле, что тут сильно какая-то обработка вылезает, и больше даже, наверное, она есть на Realme. Даже не знаю, что вы скажете, где у нас по деталям-то получше. Вообще, как будто бы детали и неплохо на Nord, потому что на Realme тут руки, посмотрите, как руки выглядят. Ну, как будто вот есть какие-то артефакты прям очень неприятные. На Nord, кстати, их нету. Нормальные руки получились. На 12X немножко не хватает как будто бы деталей, есть как будто бы засветы. Вот тут, посмотрите, на 12X раз ничего нету, на Nord и на Realme есть. Вообще, Nord неплохо. Смотрим вот на эту деревяшку, опять же, на 12X ничего, да, уменьшено. На Realme слишком обработано, на Nord неплохо. Вот еще вот такой портретик есть тоже. 12X опять очень контрастную картинку делает и яркую. Да, это уже не первый раз. И не первый раз Nord как раз таки немножко убирает цвета. И еще очень обработанность на Realme вылезает. Посмотрите, как Realme обрабатывает все поры. Это уже перебор. А на 12 наоборот не хватает детализации. Вот здесь, видите, порта по большому счету и не видно. Получается средний вариант это Nord. И Nord в целом-то неплохо, но Nord прибирает цвета не туда, куда надо. И они превращаются в такие немножко блекловатые. Почему так получается, не знаю. При том, что небо у всех одинаковое, но вот с волосами фиолетовый цвет Nord явно не очень любит. Понятное дело, что у ваших жен, скорее всего, не фиолетовые волосы, но все-таки. Давайте посмотрим вот на этот замечательный закат. Кстати, примерно все одинаково справились, да, и видите, по цветам примерно одинаково. Никто не ушел в какой-то серый цвет, никто не ушел в какие-то другие тона. Я вот делал недавно сравнение с Realme GT 2 Pro, там как раз таки вот тут были большие изменения. Ну, примерно одинаково, да, видите. Что можно сказать по деталям? По деталям, кстати, 12X куда-то делал все вот эти окошки, которые есть здесь на стадионе. Посмотрите, он просто их съел. Вообще нету ни одного окошка. Nord хорошо, Realme тоже хорошо, 12X очень странно. А вот этот закат уже совершенно по-другому выглядит. И вот тут как раз таки все сделали разные картинки. Кстати, обратите внимание, Nord какую делает светлую картинку и какая темная картинка получается на 12X. Очень темная. Очень красивое здание у нас. И слава богу, что в Санкт-Петербурге есть такое классное здание, его можно фотографировать. Вообще везде получились фотографии классные. Здорово, что мне удалось сфотографировать вот эти цвета. То есть просто здание переливается и по-разному цвета получаются. Прикольно вышло. Возможно, из-за того, что здесь зеленые цвета, а здесь синие цвета, то сама картинка немножко меняется, потому что обработка происходит иначе. Не знаю. Короче, все сделали хорошо, но очень темно вот тут вот. Меня смущает вот эта темнота на 12 и слишком светло, наверное, на Nord, а вот на Realme, наверное, самое оно. А вот так закат по цветам, даже не знаю, какой мне больше нравится. Не знаю, а вам? Вот эта фотография из-под моста я специально делал, чтобы посмотреть, как справились смартфоны с фотографированием яркого задника. И видно, что 12 не очень справилась. HDR вообще слабо отработал. Если говорить про детали, то на Nord деталей меньше всего, а на Realme, наверное, лучше всего детали получились. Вот. На задний план не смотрим, потому что нас, в принципе, волнует передний. На Nord, посмотрите, как галька получилась не очень, а на 12 вообще все очень-очень темное. Вот такая вот история. Так, и это же фотография на сверхширик. Смотрим на детали. Ну что ж, на Nord у нас хуже всего деталей, на Realme лучше всего деталей. И на 12X, ну, тоже нормально. Немножко засвеченная картинка на 12X сзади. На Realme вообще неплохо, на Nord тоже неплохо. На Nord только видна обработка. Вот видите, вокруг купола. Это как раз-таки работа HDR. Опять же, выделение объектов. Как мы видели ночью, только это уже дневная работа. Ну, 12X как-то вообще слабенько. И некрасиво, и ну как угодно. Не очень. Еще одна фотография из-под моста. Смотрите, как у всех получилось по-разному. Но круто, что 12X убрал вот эту всю рыжесть и желтость и сделал фотографию такого правильного цвета. Хорошо. Очень оранжевая картинка, медная получилась на Nord. И на Realme, ну, неплохо, хотя бы трава получилась зеленой. По деталям, кстати, Nord хорошо сделал
сделал фотографию. Вот по цветам не очень, а по деталям прям хорошо. Ну, еще давайте посмотрим дневные фотографии. Посмотрите, какая яркая получается фотография на Realme. Прямо четкая, отличная, вот вычурная. На Норде, посмотрите, все такое серенькое, а 12X ушел в какие-то голубые тона. Мне прям нравится, как сфотографировала Realme. Очень бодренько, прикольно. Норд здесь хуже всего справился, и фотография получилась достаточно блеклой. Смотрите на небо, например, какое оно выразительное на Realme, и какое оно скромненькое на Норде, да, собственно, на 12X тоже. Вот еще одна фотография этого же места на сверхширик. Ну, посмотрите, как по-королевски сделана фотография на Realme. Прямо очень выделено, слушайте. Вот просто классно делает фотографии днем. Да, и небо, и земля, прям все очень хорошо получилось. Давайте по деталям посмотрим. Ну, по деталям примерно одинаково получается картинка. Хотя вот на двенашке, да и Nord тоже, хотя сложно сказать, где вот лучше детали, не знаю, что вы скажете. На двенашке немножко все размазано, да, получается. Nord и Realme неплохо. Realme просто добавляет контраста, да, и поэтому фотография получается такая более яркая. Опять же, кто-то может сказать, что слишком много контраста, и облака не могут уходить в такие темные тона. Вполне возможно, да, вполне возможно, здесь Realme немножко приукрашивает, но получается прикольно. Вот еще одна фотография, в целом уже поспокойнее, нет такой большой разницы, как только что мы видели. Двенашка немножко уходит в синеватые тона, из-за этого, вот видите, здание оно такое немножко с голубым оттенком, но при этом по деталям, смотрите, Nord, наверное, хуже всего справился, а Realme и 12X, наверное, лучше всего. Это же фотография на сверхширик. По цветам, опять же, примерно то же самое. Немножко не хватает яркости на Норде. О, вот тут детализация, кстати, заметна. Посмотрите, какая она более конкретная на 12X. На Норде так себе. На Realme, ну, тоже, честно говоря, так себе. 12X прямо вылезает вперед. Вот еще одна симпатичная фотография. Опять Realme делает очень яркую, контрастную, прикольную картинку. Может быть, даже с небольшим перебором, но я уже сказал, вроде неплохо. Так, смотрим на детали. Ну, опять же, вот на двенашке чуть поменьше обработки, и поэтому она получается такой менее яркой, но при этом более натуральной. На Realme и на Nord есть обработка всех этих веточек, всех этих иголочек, поэтому, ну, тут кому что больше нравится уж точно, да. Это, кстати, увеличение в 10 раз. Посмотрите, как здорово двенашка справилась с вот этим ярким солнцем, которое на закате озаряет эти дома, и Realme и OnePlus не очень справились, и вот тут засветы, а двенашка смогла что-то сделать, но при этом двенашка очень проигрывает по деталям, все немножко такое размазанное, а на Realme, на Nord все примерно одинаково, поэтому даже не знаю, кто тут и молодец, но сами для себя решите, кто лучше. Ну, в целом, это были дневные фотографии, друзья. Ну, вот вы все видели сами. Realme порадовал яркими такими контрастными фотографиями. Прям выделяется хорошо, а Nord немножко наоборот такой был притухший. Давайте еще посмотрим немножко на селфи. Так, селфи номер раз. Очень скромная картинка получается на двенашке. Посмотрите, скучный, очень скучный кадр, реально. На Realme опять контрастно, прикольно. Тут вот прямо выражено все. На Nord что-то среднее, на двенашке вообще слабо. Смотрим на детализацию и где деталей больше. Ну, точно не на двенашке, наверное, либо на Nord, либо на Realme. На Realme как будто больше обработка просто. По волосам, если посмотреть, сложно сказать. Ну, в общем, Realme, Nord как бы лучше. На Nord еще, видите, глаза более светлыми становятся. Так, еще одна фотография. Ага, вот тут у нас Nord уже не справился. Видите, в засвет ушел. Контрастность на лице пропала. Двенашка хорошо, Realme хорошо. Попробуем оценить детали. Ну вот Nord, к сожалению, немножко не очень. А у других все примерно одинаково. Да вообще по деталям, наверное, примерно одинаково. Просто Nord не очень правильно вот это обработал лицо. И получилась вот такая засвеченная фотография. С поднятыми тенями не очень правильно. Ну вот на эту, если фотографию посмотреть, то, честно говоря, Nord тут как-то не очень, и Xiaomi не очень как-то. Я бы сказал, что здесь вообще лучше всех, как будто бы Realme сделал фотографию. Самая неплохая. Ну и ночная фотография. Все в целом неплохо сделали ее. По цветам, да, по цветам тоже неплохо. По детализации лучше всего Realme. Видите, да? Насколько вот борода на Realme лучше видна, чем на Nord и на двенашке. Вот Realme молодцы. Ну, собственно, друзья, мы с вами провели вот такой интересный эксперимент. Я ни одного другого такого эксперимента не видел на YouTube. Хочу сказать вам еще раз большое спасибо за то, что вы даете мне возможность сделать
делать вот такие сравнения, потому что они очень необычные, и при этом они интересные. Многие люди обращают внимание на сенсор, так как вы у нас публика такая, которая знает, что такое сенсор AMX766. Для вас такое видео и делается. Что в итоге-то можно сказать? Да все как бы хорошо, если вы хотите купить Nord 2 в сравнении с вот другими флагманами 2022 уже года, среднебюджетными флагманами, да, можно вообще не париться, отличный телефон, очень классный, и Realme тоже хорошо, а 12X тоже очень хорошо, но и дороже, гораздо дороже, чем вот все остальные смартфоны. Интересно узнать ваше мнение, что вы думаете по этому поводу. Не забывайте, что мы здесь сравнивали и фото, и видео. Пишите в комментариях. Ну а меня зовут Фил, большое спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, здесь регулярно вот такие подробные разборы. Ни в коем случае не болейте. Всем счастливо и пока.